свинина с овощами в соевом соусе. Конечно же, это блюдо корейской кухни, и потребуются нам следующие ингредиенты, а именно 4 картофеля, они у меня среднего размера, мы нарезаем кусками толщиной в 1 сантиметр. Такая толщина позволит картофелю успеть приготовиться за отведенное время. Также потребуются следующие овощи, именно 1 луковица, у меня достаточно большая луковица, и половина моркови. Морковь тоже достаточно большая. Затем 1 зеленый и 1 красный перцы чили. Вообще все эти 3 ингредиента нужны нам для того, чтобы блюдо было разноцветным и красивым. И также 3 пера зеленого лука. Все эти овощи мы, конечно же, очищаем, хорошо моем и приступаем к нарезке. Лук мы нарезаем так же, как и картофель, кусками в 1 сантиметр. Когда мы нарезаем овощи приблизительно одинаковыми кусками, приблизительно одинакового размера, это гарантирует нам то, что все они успеют приготовиться вместе в нужное нам время. И морковь тоже приблизительная толщина к 1 сантиметру, но чуть тоньше. Можно кругами, можно полукружьями, как вам больше нравится. И затем перцы чили просто тонко нарезаем кольцами. И также зеленый лук мы нарезаем кольцами. Не обязательно, чтобы они были достаточно тонкие. И вообще количество зеленого лука в этом блюде зависит от того, насколько вы его любите. Затем мы подготавливаем мясо. Свинина 250 грамм. Хорошо, если свинина будет иметь жировые прожилки. Так будет даже вкуснее. Я разрезаю мясо напополам, чтобы мне было удобнее его нарезать. И нарезаем свинину достаточно тонко. Вот обратите, пожалуйста, внимание на толщину. Когда все ингредиенты подготовлены, мы нагреваем сковороду и заливаем в нее растительное масло 1 столовую ложку и периловое или кунжутное масло 1 столовую ложку. В общем, масло у нас идет в пропорциях 1 к 1, так будет вкуснее, если смешаем 2 масла. Затем, когда масло нагрелось, мы закладываем картофель и жарим все время, помешивая 3 минуты. Жарим мы на среднем огне. После этого закладываем свинину и также жарим, помешивая в течение 1 минуты. То, что мы сначала заложили картофель и вот таким вот образом его 3 минуты пожарили, позволило нам, чтобы он немного уплотнился по краям и в процессе приготовления не разварился на куски. Затем мы добавляем мирин, рисовое вино, 1 столовую ложку. Если нет этого ингредиента, то просто пропустите, и все хорошо перемешиваем. После этого закладываем морковь и жарим, все время помешивая в течение 30 секунд. После этого закладываем прежде подготовленный нарезанный лук и также жарим, все время помешивая в течение 30 секунд. Напоминаю, что огонь у нас средний. Затем немного поперчим. Черный молотый перец, добавляем его по вкусу. Как вы видите, я люблю много черного перца, поэтому кладу его много. Добавив черный молотый перец, мы с вами все хорошо перемешиваем. Удобно, как вы видите, делать это 2 большими ложками. После этого начинаем добавлять специи остальные, а именно соевый соус 5 столовых ложек и молотый чеснок 2 столовые ложки. Все это мы хорошо перемешиваем, жарим, помешивая в течение 30 секунд. И затем добавляем воду в объеме 150 мл. Все мы с вами это должны хорошо перемешать. Затем накрываем крышкой и далее готовим под крышкой, не снимая, до того момента, когда картофель и мясо будут уже практически готовы. Тогда мы снимаем крышку и все хорошо перемешиваем. И дальше
мы уже решаем, либо мы готовим на сильном огне, то тогда у нас весь бульон практически уйдет, либо делаем огонь меньше, чтобы осталось немного бульона. Это как вы уже хотите, как вам нравится. Закладываем перцы и чили и все хорошо перемешиваем. После этого добавляем сироп, 1 столовую ложку. В Корее используют кукурузный сироп, у меня сироп агавы. И я советую также добавить сахар, 1 столовую ложку. Но я сахар не добавляю, а пропускаю. Все это мы хорошо перемешиваем. И затем, уже когда у нас и картофель, и мясо готовы, мы добавляем зеленый лук, перемешиваем и готовим в течение еще 1 минуты, все время помешиваем. Как я говорила, сколько оставить бульона, соуса, это уже зависит от вас, любите его или нет. И, собственно говоря, блюдо готово, подаем его к столу. При подаче желательно сверху посыпать щепоткой обжаренных кунжутных семян. Блюдо это едят в теплом виде с отварным рисом и с некоторым набором закусок или салатов на столе. Блюдо очень вкусное и сытное. Надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!